30 дней кино и сериалов за 0 рублей в приложении Кинопоиск на Smart TV. Ищите промокод на подписку в описании и наслаждайтесь просмотром. Всем привет, с вами председатель, и сегодня давайте поговорим с вами про Московию. Что это такое? Вроде бы в школьных учебниках истории, когда я учился, этого слова не было, а вот сейчас оно у всех на слуху. Давайте поговорим, как вообще образовалась Московия. За счет чего обрела свое могущество? Ведь после нашествия Золотой Орды на Русь, некогда объединенные земли Руси разделились на две части. На католическую, это Великое княжество Литовское и в дальнейшем Речи Посполитая, и православную, как Великое княжество Московское. Кто они, эти отцы-основатели Великого княжества Московского? Чем торговали, за счет чего богатели, с кем опять же воевали? Естественно, поговорим про влияние церкви. Ведь каким-то образом митрополиты Киевские и всея Руси переезжают в Москву и живут там. При том, что в Москве даже нет никакой епархии. На какие деньги в один момент строится и белокаменный Кремль, и многие монастыри Москвы? Ну и какие артефакты оставили после себя Иван Калита и тот же Дмитрий Донской? Давайте все это детально разберем. Сейчас нейросети помогают не только разбирать трудный почерк и орфографию 19 века в рукописных документах, тех же метрических книгах, но и восстановить старые поврежденные снимки, а черно-белые фото превратить в цветные. А кто разрабатывает и обучает нейросети и искусственный интеллект? Занимается анализом и обработкой данных. Дата-сайентисты, которых на рынке России не так много, хотя спрос огромный и растет с каждым годом. За прошлый год плюс 120%. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий в IT. В России в среднем зарплата 200-250 тысяч рублей, и она растет с уровнем профессионализма. Это интересная и актуальная профессия с большими возможностями. Применима в разных сферах, от банков и журналистики до медицины и киберспорта. А освоить эту профессию я вам рекомендую в онлайн-школе Skill Factory, которая совместно с ведущим техническим вузом МФТИ даст вам не просто обучение, а возможность получить опыт работы над реальными задачами и пройти стажировку в крупной компании, как Озон. К окончанию программы вы сформируете портфолио, а значит придете к работодателю действительно с опытом и навыками, и вам понадобится минимум времени, чтобы влиться в рабочие задачи. Влиться в IT реально, но для этого надо постараться, упорно учиться и много практиковаться. И эта программа дает такие возможности. Вы будете учиться работать в команде и получать фидбэк от опытных экспертов. А если вы не сможете трудоустроиться, в течение 6 месяцев после обучения вам вернут деньги. Так что если вы хотите вырасти в карьере, работать удаленно и на интересных проектах, сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс, а специально для вас по промокоду СНТ будет скидка 45%. Московия. Что это за название и что, собственно, оно обозначает, мы с вами прекрасно знаем. Но вот что нам нужно знать, так это что Московия, собственно, как и Тартария, это латинские названия. То есть на латинском Московия обозначала Московское княжество. Сами же жители Московского княжества этим термином не пользовались. Они не звали себя московитами. Точно так же, как и нынешние татары тогда не звали себя татарами. Одна моя подписчица прислала мне сообщение на почту, что готовится к экзамену по истории. И в рекомендованном учебнике, вот этот учебник, написано следующее. Монархи в Западной Европе, должно быть, очень удивились, когда вдруг на месте многочисленных русских уделов, которые они привыкли называть Татарией, соответственно, Тартарией, если в латинском варианте, вдруг появилась сильная держава, превосходящая площадью самые большие европейские королевства. Русскую державу на Западе часто называли Московией. Что еще раз подтверждает, что Тартария и Московия – это европейские латинские термины. И в русском языке тоже есть такие термины. Например, китайцы и немцы сами себя так не называют. Если говорить по-научному, то эти слова являются экзоэтнонимами. Слова, не употребляющиеся местным населением или народом, в том числе и на официальном уровне, однако используемые по отношению к ним внешними сообществами. И термин «татары» тоже относится к этому.
но о них у нас будет отдельный разговор. Так вот, Московия, Московское царство, Московское княжество, как оно образовывается. Мой прошлый ролик был про Александра Невского, и Александр Невский непосредственно участвовал в образовании Московии, Московского княжества. Да, по официальной истории нам говорят, что Москву основал Юрий Долгорукий. Якобы первое упоминание в 1147 году. По другим данным, из той же екатерининской истории мы видим медали, на которых Вещий Олег в 880 году, еще даже до крещения Руси, основал Москву. Об этих медалях я делал видео, но нас сейчас не интересует основание города Москвы. Мы же говорим про Московию, поэтому давайте и будем говорить про Московское княжество. Как вообще это Московское княжество, находясь не на самых выгодных торговых путях, смогло подняться и стать метрополией всех русских земель. Историки стараются избегать прямых конкретных вопросов, например, чем вообще торговала Москва, за счет чего ее князья могли накопить деньги, тот же Иван Калита скупить соседние княжества, вы представляете, скупить, и в итоге сплотить вокруг себя все оставшиеся земли Руси. Многие помнят в своих прошлых видео, я даже говорил, что нынешней Москве чуть более 200 лет, что она просто не могла существовать на тех торговых путях, на которых стоит, то есть до появления железных дорог. И давайте попробуем с этим разобраться детальнее. Как нам говорят, умирая, Александр Невский пишет завещание, где отделяет от Великого Владимирского княжества Московское княжество и ставит во главе его своего сына Даниила Александровича, который в свою очередь является отцом Ивана Калиты, в чьи годы правления, собственно, Москва и возвысилась. Мне вообще нравится, что в нашей истории, или в летописании, знаковые фигуры идут как бы через поколение. Александр Невский, сыновья не очень известны, потом внук Иван Калита, сыновья которого тоже не очень известны, потом внук Дмитрий Донской. То есть, вы понимаете, даже значимость фигуры подчеркивается каким-то приписным титулом. Донской, Невский, Калита. Например, отец Александра Невского просто Ярослав Всеволодович. А вот дед Александра Невского – Всеволод Большое Гнездо. Дед Большого Гнезда – Владимир Мономах. И так далее. Внук Ивана Великого, Ивана Третьего, Иван IV Грозный. Согласитесь, отец Ивана Грозного, Василий Иванович, не такая уж большая личность в нашей истории. Так вот, Иван Калита, Иван Данилович. Ведь, как вы сами понимаете, прозвище Калита он уже получил от поздних современных историков. Но вот что интересно. Калита, как нам говорят, это напоясная сумка для денег, кошелек. И, видимо, историки, которые давали ему это прозвище, не знали, что он жил в безмонетный период. Да, этот безмонетный период продлился аж до правления Дмитрия Донского, когда он начал чекан первой серебряной монеты. Но наши историки так увлекательно рассказывают об Иване Калите, что забывают об этом. Вот посмотрите небольшой фрагмент. Начать с того же прозвища. Вот Иван Калита, да? Обычно мы это все трактуем так, что, что такое Калита? Денежный мешок. Да. Мешок с деньгами. Вот он сидел на этом мешке с деньгами и, всех душил. На самом деле, действительно, калита была, он ее носил, но он не собирал в эту калиту, он раздавал из этой калиты. Эта калита и прозвище – это символ его щедрости. Когда он выходил из дворца, нищие бежали просто кучами, толпами к нему, потому что он вот так вот брал мелкие монеты и бросал, в толпу из этой калиты. Это был царь нищих, понимаете? Вся Русь была нищей тогда. И вот все нищие шли в Москву, потому что знали, что здесь им как-то помогут. Какие мелкие монеты он брал из своего кошелька и бросал? Вы понимаете, историки просто так кидаются словами, забывая о том, что они сами придумали этот безмонетный период. А ведь нам так и говорят, что это был именно безмонетный период. Не то, что на территории Руси ходила, например, монета Великого княжества Литовского или ордынская монета, что-то еще. Нет, это был безмонетный период. И после этого периода первые серебряные монеты начал чеканить только внук Ивана Калиты Дмитрий Донской. Послушайте, в разговоре-то участвуют не дилетанты. Это профессора, доктора исторических наук. У нас в гостях историки Николай Борисов и Сергей Перевезенцев. Николай Борисов, выпускник МГУ имени Ломоносова, профессор исторического факультета Московского университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергий Радонежский. Сергей Перевезенцев окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, профессор философского факультета МГУ, член Союза писателей России.
Но мне, если честно, даже немножко обидно за нашу историческую науку, которая имеет вот таких вот профессоров и докторов исторических наук. Послушайте, что они говорят о том, где находилась ставка Золотой Орды, как долго занимал путь нашего князя, который отправлялся в эту ставку. Каждая поездка в Орду – это бесконечные подарки, это бесконечные подношения всем ханским родственникам, всем влиятельным людям. Это была такая морока. Причем ездили в Орду, каждый раз завещание писали, потому что не знали, вернуться оттуда или нет. А сколько было ехать от Москвы в Орду по времени? Вы знаете, это были разные пути, но в среднем порядка 2 месяцев. Все это путешествие. Да, это путешествие. Орда же, это ставка. Это Она же кочует, да. не в конкретном месте. Оно Да, Я поэтому и даже не называю место. Да. Зимой, как правило, ханы жили в сарае, то есть там вот между Волгоградом и кочевали. Астраханью. А летом их еще найти надо было сначала. Ага, средняя температура по больнице. Вот так вот в среднем путь занимал около 2 месяцев, если, конечно, эту ставку ты еще найдешь. Она же кочующая. Уже второй раз хочу возвратиться к нашей теме, к основанию Московского княжества, Московии, и все как-то отвлекаюсь. Представляете, сын Александра Невского, Даниил Александрович, был самым младшим, 4-м сыном. В свою очередь, Иван Калита был вообще 5-м сыном. Это очень любят наши церковные летописцы, так как это показывает Божье провидение. То есть сам Бог привел этих людей, которые и основали здесь Московское царство. Ну а вся власть-то у нас от Бога. К сожалению, никаких данных о Данииле Московском у нас нет. Ну, так его начали именовать после канонизации Русской Православной Церковью. Как нам говорят летописные известия, рассказывающие о правлении Даниила Александровича, крайне скудны и носят характер припоминаний. А связано это, видимо, с тем, что традиция летописания появилась в Москве лишь в последующие годы. Монеты не выпускали, летописи не писали, а было ли вообще это время, хочется спросить. Но вот что интересно, при скудости данных о личности Даниила Московского его все равно канонизируют. Ну а что, пусть будет. Как-нибудь потом с вами поговорим о канонизированных князьях. Вот они здесь все на стенах в Архангельском и Благовещенском соборах Московского Кремля. Кстати, замечу, что большая часть канонизированных князей у нас приходится на период так называемого татаро-монгольского нашествия на Русь. Ну а в памяти о Данииле Московском у нас остался с вами Свято-Данилов монастырь. Тот, что стоит на Москва-реке. А практически напротив Симонов монастырь, который здесь вырастет уже при Дмитрии Донском. Так вот, как я и говорил, о Данииле Московском, Данииле Александровиче сведений очень мало. Как нам говорят, ему досталось княжество только с одним городом, с Москвой. И вот он как-то потихоньку присоединил к себе Коломну, Можайск, Переславль-Залесский, Серпухов и вот в таком вот виде передал уже расширенное Московское княжество своему сыну Ивану Калите. Я не буду сейчас углубляться, как Московское княжество соперничало с тем же Тверским княжеством, хотя место расположения Твери на Волге в плане торговых путей ну никак не может даже близко стоять с Москвой, с отсутствием вообще каких-либо речных торговых путей. Историки нам почему-то пытаются сказать, что Москва была перекрестком торговых путей, но сухопутным. Но извините, много ли ты на лошади привезешь товара? Она больше съест, чем ты привезешь. Поэтому хотелось бы задать вопрос историкам, чем торговала Москва? За счет чего она богатела? Ну, горячие головы мне сразу ответят: Иван Калита, как и многие другие московские князья, были ордынскими халуями, по сути предателями, которые собирали дань с окрестных земель и на этом богатели. Но это всего лишь предположение, вы понимаете, никаких фактов, что Калита собирал дани больше, чем нужно, у нас нет, это просто домысл. Ну и потом, попробуй-ка обмани татаро-монгол, как нам говорят. Тебя сразу вызовут в Орду и отравят. Да и потом по нашей же официальной истории, а с кого собирать такую огромную дань? Когда у нас во времена так называемого татаро-монгольского нашествия крестьяне последний хрен без соли доедали. Ну вы понимаете, московские земли черноземом не назвать. Тут пшеница не растет. Белки в лесах, конечно, есть, но их мех не сравнить с теми же сибирскими. Стерлядь, лосось в Москва-реке не клюет. Так я спрашиваю, на чем Москва могла разбогатеть? И я попробую в конце этого ролика ответить на этот вопрос. Опять же, по официальной истории в завещании Дмитрия Донского упоминается купли деда своего, то есть Калиты. Это Углич, Галич и Белозеро. По сути, это удельные княжества, которые как раз и стоят на торговых путях.
Белоозеро – это северный торговый путь, который ведет в Волгу из Белого моря по Северной Двине и из Балтийского моря через Финский залив, Ладожское озеро и Онежское. И Углич, который непосредственно стоит на Волге. За какие деньги Москва могла купить эти княжества, непонятно. Ну, то есть этот вопрос для историков до сих пор остается нерешенным. Они просто не могут понять. А по сути и Галич, и Белое озеро должно вообще принадлежать новгородцам. Ну, вот этой вот огромной Новгородской республики, которая торгует с Европой, входит в Ганзейский союз. В Великий Новгород не дошли татаро-монголы. Их не обложили данью, как, например, Московское княжество, но все равно Московское княжество разрастается и в итоге захватывает вот эту вот Новгородскую республику. Каким образом? Ну, давайте намекну. Все дело в церкви. Помните, я как-то вам говорил, что нужно искать выгодоприобретателя. Ну, якобы после так называемого татаро-монгольского нашествия Великое княжество Литовское вырастает в разы. Ну и, по сути, поглощает в себя земли Западной Руси. Но, с другой стороны, вырастает и Великое княжество Московское, которое, собственно, с тех времен и противостоит своим западным соседям. Сначала в лице Литвы, потом Великого княжества Литовского, потом Речи Посполитой, Польши, ну и так далее. И тут нужно заметить, что мы якобы данники Золотой Орды, но Московское княжество, можно сказать, со времен своего образования, при Данииле Московском, при Иване Калите, не участвует в войне с так называемыми монголо-татарами. Только его внук Дмитрий Донской учинит бой с Мамаем, но об этом чуть позже. Москва воюет с Новгородом и с Литвой. И вот это, с одной стороны, очень удивительно, ведь Иван Калита является одновременно князем московским, великим князем Владимирским и князем Новгородским. По официальной истории с 1328 года по 1337 год Иван Калита князь Новгорода. И вот смотрите, что пишет Карамзин про так называемое «закамское серебро». Зная, что новгородцы, торгуя на границах Сибири, доставили много серебра из Закамы, Иоанн требовал оного для себя и, получив отказ, вооружился, собрал всех князей низовских, рязанских, занял Бежецк, Торжок и разорял окрестности. Что за серебро такое закамское? Здесь есть сноска 291. Тут написано: «Великий князь Иван, приедя из Орды в 1332 году, и вызвержи гнев на Новгород, спрося у них серебра закамского». Тут можно трактовать двояко: из-за реки Камы или из-за камня. Камня в смысле Уральских гор. Ну, это вообще очень интересно, потому что я совсем недавно делал цикл видео о монетах, о серебре. И мы уже когда овладели Сибирью, по сути, своих серебряных приисков не имели. Первое серебро мы начали добывать только в 18 веке. Поэтому мне лично интересно, откуда серебро за Камой. И вот тут Карамзин опять дает ссылку, уже ссылка на ссылку, о серебре сибирском. Смотрите сей истории, том 3, примечание 88. Вот оно. Копим сребро и соболи, и на узорочья, драгоценности. В горах по Енисею находятся изгарины и плавильни древних тамошних рудокопов, доказывающие, что сибирские народы издревно плавили серебро и золото, делая все нужные для того орудия не из железа, а из меди. И здесь опять идет ссылка на путешествие Палласа, часть 3, страница 572. Петр Симон Паллас – это немецкий, ну и русский, как это уже стало привычно, ученый-энциклопедист, который прославился научными экспедициями по Сибири и Южной России. Так вот, сии старые рудокопии обыкновенно называются в Сибири чудскими копиями. Тут сразу возникают вопросы не только по серебру, почему официальная история противоречит сама же себе, но и если посмотреть на Чудское озеро на карте и отметить, например, чудские копии в горах по Енисею, то между ними добрые 3000 километров. Но возвращаясь к Карамзину, что он пишет об Иване Калите, который княжит в Новгороде и требует для себя закамского серебра от новгородцев. Почему-то в серебре этом они ему отказывают, а он за это берет Бежецк и Торжок и разоряет окрестности. По сути, окрестности своего же княжества.
И вот новгородцы начинают звать его к себе, чтобы дружелюбно прекратить взаимное неудовольствие. Он не хотел слушать послов. И сам архиепископ Василий, ездив к нему в Переславль, не мог его умилостивить. Почему калита не в Москве, а в Переславле? И вот новгородцы давали великому князю 500 рублей серебра, с условием, чтобы он возвратил села и деревни. И нам говорят, что у новгородцев вечевое управление. Они могут пригласить князя на княжение и также дать ему отставку. Что-то тут явно не сходится. И потом, откуда 500 рублей? Я же вам говорил только что по официальной истории на Руси безмонетный период. А вообще денежная единица рубль появляется значительно позже. Другой вопрос, как в этот безмонетный период Великий Новгород, вот эта вот огромная Новгородская республика, торгует с Ганзой и с Европой. Или Новгород не является Русью? Но тогда какая монета ходит в Новгородской республике? Почему об этом нам не говорят историки? В любом случае, Москва воюет с Новгородом, с Тверью, с Литвой. И при этом, как нам говорят, не воюет с татаро-монголами. И тут я могу еще раз спросить, на чем делает деньги Московское княжество? Воюя с Литвой, с Новгородом, с Тверью и при этом платя дань так называемым татаро-монголам, Золотой Орде. При этом Московское княжество воюет не то что из последних сил, а развивается, строит монастыри и церкви. И вот тут давайте поговорим о церковной политике, ну и вообще о строительстве церквей и монастырей, которая как раз и начинается при Иване Калите. Каким-то образом в Москве прописался митрополит Петр. Ну, по сути, это митрополит Киевский и всея Руси. Но Киев уже в тот период находится в составе Великого княжества Литовского. И сам этот митрополит Петр, в дальнейшем святой Петр, выходец из Галицко-Волынского княжества, которое тоже в данный момент дербанится между польским королем Казимиром и литовцами Гедеминовичами. Да и бог бы с ними. У нас, в принципе, митрополиты никогда не были чисто русскими, москвичами, владимирцами, рязанцами. У нас либо греки, либо болгары. Давайте об этом чуть позже. Что этот святой Петр забыл в Москве у Ивана Калиты? В Москве еще нет ни одной каменной церкви. И тут историки нам говорят, Иван Калита пообещал Петру построить каменную церковь. Ну послушайте, что он, попугай что ли в новой клетке захотел жить? В Новгороде уже давным-давно стоит Софийский собор. Во Владимире куча храмов до монгольской постройки. В Москве нет ничего, ни Кремля. Все постройки деревянные и максимум какая-то деревянная крепость на берегу Москвы-реки. Опять же, по официальной истории, дубовый Кремль построит только Калита в 1340 году. Ну а чтобы вы понимали, митрополит в Москве, то есть в метрополии. Но еще нет никакой речи о Великом княжестве Московском. Есть Великое княжество Владимирское и княжество Московское. Сам митрополит вообще киевский и всея Руси. Почему-то эту путаницу наши историки не хотят распутать. Ну, вы представьте, даже внук Ивана Калиты, Дмитрий Донской, женится не где-то в Москве. Он женится в Коломне. То есть, понимаете, если нашу историю рассказывать в жанре легкого чтения, как, собственно, наши историки и рассказывают, Иван Калита пообещал Петру, митрополиту Киевскому, обустроить город Москву церквями и монастырями. И митрополит Петр пожелал ему удачи и стал жить в Москве, ожидать, пока Иван Калита все это построит. Так и не дождался. Как нам говорят по официальной истории, хоть Петр жил в Москве, его похоронили еще в недостроенном Успенском соборе. То есть даже не в этом Успенском соборе, этот Успенский собор был перестроен. А до него, как нам говорят, стоял первый каменный Успенский собор в Москве. Но это то же самое, как мы искали в Смоленске церковь Мономаха. Какие артефакты после себя оставил Калита или Донской? Никаких. Только корявые строчки в летописи. Ни дубового Кремля 1340 года мы не видели. Ни Успенского собора, ни Архангельского собора, это тоже другой собор, ни церкви Иоанна Листвичника, на котором месте сейчас стоит колокольня Ивана Великого. Ничего от Калиты не дошло до наших дней. Вот только стоит его надгробие в Архангельском соборе Московского Кремля, который, как нам говорят, перестраивает Иван III Великий в 1505 году, так как якобы храм Ивана Калиты обветшал и был переполнен гробницами умерших. Сейчас, как мы видим, он не переполнен, все нормально. После смерти Ивана Даниловича
Княжеский престол во Владимире и в Москве занимает его сын Семен Иванович Гордый. И он продолжает, можно сказать, дело своего отца, воюет с Новгородом и с Литвой. Умирает неизвестно от чего, возможно, как нам говорят историки, от эпидемии чумы в 35 лет. И на престол Владимира и Москвы уже входит его брат Иван Иванович Красный. Ну, видимо, красавчик был. Хотя по миниатюре из царского титулярника и не скажешь. Князем он побыл меньше 6 лет и умер в 33 года. И в 1359 году его сын Дмитрий Донской становится князем московским. Я напомню, ему в этот период всего 9 лет. Москва еще не является великим княжеством, до сих пор великое княжество во Владимире. Но вот митрополия почему-то в Москве. После митрополита Петра его сменяет митрополит Феогност. Родом он грек. Вот вам, кстати, внешнее управление во всей красе. Церковь вообще правит как серый кардинал. Нам говорят, что за все отвечает князь, но по сути церковь, митрополит делает все возможное, чтобы был выбран именно тот князь, который ей нужен. Как Папа Римский, собственно, коронует императора Священной Римской империи. Ну и если хотите, как в Древнем Египте, жрецы правили всем при малолетнем фараоне. И вот митрополит Феогност, родившийся в Константинополе в Византии, умирает в тот же год, что Семен Иванович Гордый от чумы в Москве. Хотя в летописях никакой эпидемии чумы в Москве в этот год не было. И вот уже в следующем, 1354 году, патриарх Константинопольский ставит митрополитом Киевским и всея Руси святителя Алексия, который по сути и являлся фактическим правителем Московского княжества при отце Дмитрия Донского, который умер в 33 года, и при самом Дмитрии Донском, так как он был мальчишкой. Ну и так получается, что именно Алексий, митрополит Киевский, который живет в Москве, в 1366 году начинает строительство каменного московского Кремля, ну, который нам представляют как белокаменный Кремль Дмитрия Донского. Я напомню, Донскому на этот период только 15 лет. Хотя, как я уже говорил, никаких свидетельств и доказательств постройки белокаменного Кремля у нас нет. Ну и заметьте, как недолго живут князья, 35-33 года. Сам Дмитрий Донской умер в 39 лет, а вот митрополит Алексей живет практически 80 лет. Ну, так как нет точных данных о его рождении, он родился между 1292 и 1305 годом, а умер в 1378. Смотрите, уже третий митрополит подряд живет в Москве. Но при этом в Москве нет не то что митрополии, а даже епархии. Московская епархия официально начинает свое существование с 1461 года. Удивительно. Ну, для сравнения, Новгородская епархия учреждена в конце X века, Киевская в 891 году, ну, видимо, сразу после крещения Руси, Владимирская епархия в 1214 году, та же Тверская епархия в 1271, а Московской епархии нет, но при этом в Москве живут митрополиты. Но, как мы знаем, митрополией называется епархия, возглавляемая митрополитом. А слова «митрополия» и «метрополия» по сути означают одно и то же. То есть, что мы видим? Получается, Москва – это некий Иерусалим или духовный центр, духовная столица Руси. Ну, если судить по титулу иерарха «всея Руси». Но при этом митрополия этого иерарха остается формально в Киеве. Еще раз можно задать вопрос историкам, откуда Москва берет деньги? Чем торгует? За счет чего богатеет? Митрополит Алексей при весьма молодом московском князе Дмитрии Донском, хотя да, он еще не Донской, он просто Дмитрий Иванович, строит Кремль из белого камня, строит Спасо-Андронников монастырь. Вот, кстати, Спасский собор – это самая старая, частично сохранившаяся постройка Москвы. Ну, конечно, не времен Дмитрия Донского, но все равно его датируют 1425 годом. Далее митрополит Алексей строит Чудов монастырь в самом Кремле и Симонов монастырь, который потом станет знаковым местом после той же Куликовской битвы. Тут, как нам говорят, похоронят героев иноков Пересвета и Ослябе. Где деньги, Зин? Кремль, куча монастырей, постоянные войны с Новгородом и Литвой. В нашей историографии даже дано такое название – Литовщина.
Ну вот давайте быстро ответьте на вопрос, что мы вообще знаем о Дмитрии Донском? Ну, естественно, кроме Куликовской битвы. Ну да, при его правлении был построен белокаменный Кремль, но это не точно. Дмитрий Донской начал чекан серебряной монеты после так называемого безмонетного периода. Как нам говорят, она имитирует ордынские монеты, именно поэтому с одной стороны арабская вязь с восхвалением Тохтамыша, а с другой якобы печать Дмитрия Донского, вот этот вот мужик с топором и мечом. Ну, вы знаете, чекан поддельных монет в 19 веке, причем любого периода, для так называемых коллекционеров, эти артефакты тоже как-то сводят на нет. И тот же белокаменный Кремль Москвы, следов которого никто никогда не видел, был построен как будто специально для того, чтобы на него напал Альгерд, великий князь литовский. Вот заметьте, до этого Москва никого не интересовала, только Калита мог на кого-то нападать. Но вот в 1367 году строится каменная крепость. Ну, якобы тот самый белокаменный Кремль Дмитрия Донского. Так сразу в следующем, 1368 году, на нее нападает Альгерд. Причем, замечу, совместно с войском Твери и Смоленска. Интересно, в Москве якобы православный митрополит всея Руси, а эти вон что удумали, с язычником Альгердом снюхались. Но опять же, может нам что-то не договаривают? Кремль выстоял, но прошло еще 2 года, и в 1370 году снова Альгерд идет на Москву. По просьбе тверского князя, но опять мимо. А между тем Дмитрию Донскому исполняется 20 лет. А он уже по нашей истории и Кремль построил, и Тверь себе подчинил, и от Великого княжества Литовского защитился. Че б еще ему сделать? Пойду Золотую Орду разгромлю, и землю русскую объединю под московским началом. И пошел. Ну, про Куликовскую битву и так много что сказано и со стороны официальной истории, и со стороны новой хронологии Фоменко и Носовского. Если хотите, можно обсудить и ее. Я лично не согласен с новой хронологией, что эта битва была в нынешней Москве. Но вот мы знаем, что со стороны Мамая в этом сражении участвовали генуэзцы. Тут недавно я показывал карту Московии 18 века, где отмечена ставка Мамая и, собственно, место Куликовской битвы. Как вам такое, кто не видел? Ну, вообще, недалековато ли зашел Дмитрий Донской от своей Москвы? Или мы опять что-то не знаем? А вот, кстати, генуэзцы тут близко. Вот тут в Крыму стоят генуэзские крепости. Да и сам Константинополь, по сути, был под генуэзцами. А вот теперь вернемся к митрополитам московским, ну, которые на самом деле киевские или всея Руси, но проживали, как нам говорят, в Москве. Так вот, митрополита в так называемой русской церкви назначал в Константинополе не только ихний константинопольский патриарх. Это был совместный указ императора Византии Константинополя и константинопольского патриарха. Как я уже показал, все митрополиты, ну хорошо, не все, но большинство либо греки, либо болгары, либо из Галицко-Волынской земли. То есть связь между греческой церковью и Москвой очевидна. Вернее, даже не связь, а иерархическая зависимость. Так откуда деньги в Москве? От греческой церкви или от того, что Москва была перекрестком торговых пеших путей, как нам говорят историки? Давайте продолжим эту тему, и в следующий раз мы поговорим про влияние церквей вообще на князей и на управление, где с одной стороны Рим, а с другой Греция. Древний Рим, древняя Греция. Может показаться, что это совершенно разные вещи, но по сути это две стороны одной медали. Вот так, прошло 4 года со времени открытия нашего магазина ruskayodежда.rf. И я думаю, мы не обманули. Оказанное доверие и изделия из предсельмага стали неотъемлемой частью вашего гардероба. И сейчас я действительно с гордостью рассказываю о наших рубашках и косоворотках, гимнастерках и брюках, платьях и душегрейках. Мы предлагаем русскую, современную, функциональную одежду с дизайном вне времени. Наша цель – одежда только из натуральных тканей отличного качества. Все изделия предсельмага ориентированы на комфорт и функциональность. Если это брюки, то непременно с удобными карманами. И из сезонной ткани. Модели разные, свободные карго и удобные джоггеры прекрасно зарекомендовали себя брюки на резинке. Потому в магазине появилась новая, но уже женская модель таких брюк. Самое время вспомнить льняные классические брюки, мужские и женские. Очень просто подобрать рубашку в тон или наоборот контрастного цвета. И, конечно, оригинальные рубашки с капюшоном. Такие вы найдете только у нас.
Льняные и хлопковые костюмы разных цветов, а на рубашки из натуральной шерсти скидка 15%. Наша одежда не шьется оптом, даже спортивный костюм – это штучный товар. Поэтому длину брюк, по желанию, можем сделать индивидуально. Опять же, скидка на костюмы с начесом, те, что в наличии. Не оставьте без внимания новую линейку шелковых пижам из удивительного, невесомого, но очень прочного итальянского атласа. Наши шелковые ткани впечатляют не только женщин, но и весьма серьезных мужчин. А душегрейки из оригинальных павлопосадских платков – просто эксклюзив. На льняной подкладке или двусторонние меховые в комплекте с рукавичками, а теперь и с сумочкой в цвет создадут неповторимый образ современной русской красавицы. В московском шоуруме на готовые меховые душегрейки скидка 10%. И, конечно, ждем вас за покупками в интернет-магазине rusскаяодежда.рф предсельмак. На этом у меня все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока.